Всем привет! Сегодня готовим очень простой базовый пирог с клубникой. По текстуре этот пирог немного напоминает шарлотку, а по вкусу, конечно, это свежий вкус ягоды клубники. Очень вкусный, очень простой и очень быстрый. Все ингредиенты для пирога вы сейчас видите на экране, а также они будут в описании под видео. Я уже заранее подготовила форму для пирога, в диаметре эта форма 20 сантиметров. Я ее закрыла пергаментной бумагой и смазала немного растительным маслом. Отставляем форму в сторону пока и займемся тестом. Для теста нам понадобится 2 яйца комнатной температуры. Добавляем к яйцам щепотку соли, 100 грамм сахара и также я добавлю ваниль в порошке. Всю эту массу взбиваем на средних оборотах миксера до тех пор, пока сахар не растворится, масса должна побелеть и увеличиться в объеме в 2 раза. На весь процесс взбивания яиц у меня уходит минуты 2. Вот такая масса получается, она очень жидкая, светлая. Сюда же вливаем 100 мл растительного масла без запаха. Сюда же я вливаю 100 мл теплого молока, можно комнатной температуры или слегка подогреть. И снова быстренько перемешиваем до тех пор, пока все ингредиенты не объединятся. В отдельной чашке я приготовила муку, у меня 200 грамм муки, и сюда я добавляю 2 чайные ложки разрыхлителя. Всю эту массу нужно будет сейчас просеять. Просеиваем все в общие жидкие ингредиенты. На этом этапе я уже поставила разогреваться свою духовку на 175 градусов по Цельсию, это примерно 350 по Фаренгейту. Просеиваем муку, продолжаем перемешивать. Смешиваем сухие ингредиенты жидкими достаточно быстро, потому что в муке у нас находится разрыхлитель, а разрыхлитель начинает действовать тогда, когда он соприкасается с жидкостями. Поэтому если будем перемешивать тесто на данном этапе слишком долго, то тесто не будет у нас пористым и пушистым. Смешиваем все ингредиенты быстро и сразу же выливаем их в подготовленную форму. Если вы готовите по моим рецептам и хотите поделиться фотографиями, то у меня есть телеграм-канал, я оставлю ссылочку внизу, там это можно сделать. У меня на канале также есть еще несколько рецептов с клубникой, очень удачные рецепты, проверенные, очень вкусные, я их также оставлю в описании под видео. Выравниваем тесто в форме и займемся теперь клубникой. Клубнику я заранее помыла и почистила, а также я ее просушила, чтобы на ней не было лишней влаги. Обрезаем хвостики и разрезаем клубнику пополам. И выкладываем клубнику на поверхность теста так, как нравится. Я люблю так, чтобы между клубникой было немного места, чтобы тесто поднималось между ягодками, тогда пирог выглядит более симпатично. И отправляем пирог выпекаться в заранее разогретую духовку, я еще раз напомню, 175 градусов по Цельсию или 350 по Фаренгейту на 40-45 минут. У меня пирог выпекался ровно 45 минут, сейчас я ему дам немножечко остыть, посмотрите, какой он красивый, румяный получился. После остывания пирог также можно присыпать сахарной пудрой по желанию. Этот пирог получается очень мягкий, посмотрите, как он хорошо режется. Как я уже сказала, он по текстуре напоминает шарлотку, но с клубникой и очень приятный аромат, знакомый всем, и с нотками свежей ягоды. Посмотрите, какая мелкопористая структура у теста. Пирог получился пышненький, очень вкусный. Мне очень нравится такой быстрый ходовой вариант, когда из базовых продуктов можно приготовить буквально за 5 минут такую вкуснятину. Я надеюсь, что вам тоже понравился этот рецепт. Если да, дайте знать мне в комментариях. А я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео.